Ребят, всем привет! Приглашаю вас сегодня на прогулку по городу Бишкек. Пройдемся по его шумным улицам, зеленым паркам, скверам, заглянем в магазины, посмотрим цены. Хочу показать вам еще смену караула, а также я попробую сегодня самую лучшую шаурму в городе. В общем, идем гулять и наслаждаться. Погнали! Я вышел на улицу, идет дождь. Благо, у меня есть с собой дождевик. Правда, он такой, одно название. Почему-то все равно промокает. Вчера успел сходить в горы. Ну, горы вы увидите. Уже, это, наверное, будет последняя серия моя в Бишкеке. Это видео предпоследнее. Надеюсь, вы уже первое, второе и третье видео посмотрели. Кто не посмотрел, догоняйте, смотрите. Это хорошо, что я подгадал вчера погоду. Вчера было дождя не было, солнца как такового тоже не было. Но реально прогулка у меня удалась. Не знаю, я, по-моему, наснимал часа на 2. Ну, соответственно, постараюсь порезать все, что там не нужно. Приключение было, конечно, у меня сумасшедшее. В плане того, что я искал рощу фисташковую, потом искал ханские могилы, поднимался на гору Боз-Бельдек к флагу, общался с людьми, ел, наверное, самую вкусную самсу в Бишкеке. Это реально нашел точку. В общем, нагулялся, находился, пришел весь грязный, пыльный. Ну а сегодня солнца нет, дождь идет. Я тоже решил поэтому прогуляться. Не люблю сидеть дома, ну в данном случае в гостинице. У нас сегодня с вами не туристическая прогулка, говорю, а просто вот ходим там, где туристы не ходят. Посмотрите, какие подъезды интересные. Если вы жили в Средней Азии, то, наверное, вы такое видели, что слева и справа, как обычно, огороды на первых этажах у людей. Ну, в данном случае здесь спортивная площадка, беседка. Например, когда я был в Туркмении, там, в Узбекистане, на первых этажах обычно люди себя отгораживали, и у них были там огороды слева и справа. Это именно те, кто жил на первом этаже. Виноград выращивали, ну и все остальное. Здесь же более, видите, такое общее, наверное, общая зона. Людей, ну классно, вот первый этаж, зелень, выходишь, беседочка от солнца, игровые площадки. Значит, в Узбекистане и в Туркменистане более индивидуалисты, собственники, так можно сказать. Отгородили себе участок и выращивают виноград. Еще хочу найти на улице Московской заведение, где продают самую лучшую в Бишкеке шаурму. Ну, заодно попробуем и посмотрим, так ли это. Все та же улица Московская, магазин Спар. Давайте зайдем сюда, посмотрим на местные цены. Так, дыни 27 рублей за килограмм. Апельсины 210, яблоки 240, 85, грушу по 149, 110, картошка – 38 рублей, лук по 28, капуста 59, баклажаны 50, кабачки по 19, вообще халява, перец 78, мандарины 182, лимоны не вижу, лимон 275 рублей, персики 99, виноград 115. Здесь уже напитки пошли. Давайте еще здесь сволочь, чеснок. Чеснок 269, лук красный 49, морковка 42, редька 70. Ну, напитки. Не думаю, что вас прям интересуют напитки. Ну, давайте алкоголь. Водка 430. И вот так проведу сейчас потихонечку. Кому надо, поставьте на паузу. Посмотрите. Мучные изделия. Масло. По-моему, масло дороже. Ну, по-моему. Мне так кажется, по крайней мере. Мука
Уха, Макфа 179, Алтайская 89. Кофе, чай. Так, это чай в пакетиках. Ну, я такой чай не пью и вам не советую. Берите китайский чай в чайный Ингуан. Белый чай, красный чай, пуэры, шены, шу. Причем есть пуэры со старых деревьев. Это вообще вкус бомба. Чайный Ингуан. Так, ну вот в принципе все цены. Я думаю, вы поняли. А еще смотрите, что заметил. Кока-кола сделала такую, выпустила, вернее, название. Это имена кыргызские. Девчонки сейчас фотали тоже здесь свои имена. Я думаю, что такое? Видите, везде разное название. Султан, Бактыгул, Бегима, это все имена кыргызов. Молодцы, вот такой у них ход рекламный. А еще смотрите, что нашел. Прямо в магазине, оказывается, продают курт. Причем разные сорта. С разными добавками. О, еще вот такой курт есть. Сейчас возьму жене. А я же на Ужский рынок ездил. Надеюсь, вы уже посмотрели видео с Ужского рынка. Так вот сразу вам цены на сыр. Вот, ребят, Московская 78/1. Здесь пошли заведения, видите, с едой. Люди стоят, да, но самое топовое я сужу по народу. Причем я уже неоднократно здесь ходил, и народ всегда стоит вот здесь. Сейчас покажу вам. Вот видите, больше всего народа. Хасбургер. Можно взять шаурму, гамбургер, запеченная шаурма, чай, напитки. Я сейчас возьму себе, наверное, шаурму с курицей. Хотя не вижу там курицы, там просто написано шаурма запеченная и обычная. А, вижу, все, наверху же написано с мясом и курицей. Сейчас беру с курицей и потом поделюсь с вами впечатлениями. В общем, вот я приобрел курица запеченная. Видите, запеченная шаурма с курицей. 200 сом. По карте не принимает, только наличными, либо вот переводом по карте. Тут можно понаблюдать сразу за процессом приготовления. Да. Пока нету такого, но отправила, продукт нас дорого. Надо. Ну, весь процесс не буду вам показывать. В принципе, вы поняли. Людей, кстати, видите, прибавилось. Многие просто приходят, сразу забирают заказ и уходят. Это реально самая, по-моему, турбовая точка вот в округе. Здесь же рядом продают клубнику. Давайте посмотрим сразу цены. Я думаю, сом 200, наверное. Яйца, клубника, малина. О, а почем у вас малина? А почем малина? 250 тонн. 50? 250. А, 250. Это шапочка обычная. А клубника? 350 тонн. 350. Это сколько грамм? Килограмм 350. Килограмм 350. А на банка 30. То есть, а вот эта баночка сколько будет стоить? 250. 250. А это 250. Все, понял. Спасибо. Банка Запах стоит нет. классный от малины вообще. Вот видите, заказ сразу люди забрали. Заказывают по телефону, приезжают и уезжают. В общем, я пока стою, видите, люди все прибывают и прибывают. Ребят, в общем, вот забрал свою шаурму, видите, такая она запеченная. Сейчас буду пробовать. Хрустящая. В общем, шаурма хрустящая. Берут еще чалап. Чалап — это кисломолочка. Ну, я не люблю запивать такие вещи. Это, знаете, похоже как в Сербии. Только там берут йогурт, а тут чалап. В общем, хрустящая шаурма, картошка, огурец. Чувствуете сыр? Нормально, да? Блин, а вдруг у меня что-то желудком будет? Спасибо. Ребят, я не стал брать чалап, но мне вот парень, мы с ним разговорились, подогнал чалап.
Не знаю даже, стоит мне пробовать или нет. Потому что я ни разу его не пил. Но я сейчас попробую. Сделаю это ради вас. В общем, вскрываю я чалап. Он реально жидкий, слушайте. Это просто вода. Соленый. Я не знаю, с чем его сравнить. Потому что я что-то похожее даже и не пил. Ну, знаете, необычный вкус, запиваешь вот кисломолочку и шаурму. Шаурма вкусная, сразу говорю. Зачет. Плюс с парнем разговаривал, говорит, что они работают до 10 вечера. После того, как они закрываются, все идут, вот, первый я когда начинал снимать, Бикемот, по-моему, там еще какая-то, вот туда все переходят, клиенты. Это единственная точка в городе, где тут всегда народ. Ладно, всем приятного аппетита, ну и мне тоже. Ребят, я поел, честно признаюсь, вот мое мнение, самую лучшую шаверму, шаверма я ел в Питере. Здесь, ну да, вкусно, но не прям вау. Я представляю тогда, как и что продают в соседней, где не так много народа. Это бульвар Эркиндик, я по нему уже гулял, по-моему, во второй день моего приезда. Но был в начале. Сейчас давайте пройдемся с этой стороны. Классный бульвар. Мне нравится это место. Здесь всегда людно. Сейчас идет дождик. На улице пробки. А во время пробок в часы пик, утром, вечером, да даже бывает и днем, выходит регулировщик и тут насвистывает, короче. Свистит свисток, машет своей волшебной палочкой и разгоняет автомобили. Это причем тут очень часто. Город небольшой, и, видимо, магистрали основные не справляются с потоком транспорта, потому что транспорта здесь действительно очень-очень много. Вот такой бульвар классный. Летом, когда солнце, жарко, я застал еще такие времена, как говорится, такую погоду. Был здесь классно, реально. Идешь или сидишь на лавочке, солнце светит, но ты в тени, на улице тепло, красота. Завтра у меня самолет. В пятницу получается, что я улетаю. Взял себе другую авиакомпанию. Потому что не хочу опять провести, как говорится, в ожидании самолета больше 6,5 часов. 6,5 часов я в первый день ждал самолета, своего рейса, чтобы сюда прилететь. Это вообще никуда не годится. Причем, что когда стоял на стоке, там приходил представитель авиакомпании и так, между словом, говорил, что да, проблемы в авиакомпании, самолеты часто ломаются, поэтому взял другую компанию. А чтобы самолеты часто не ломались, нужно, чтобы сняли санкции. А санкции нам во благо, поэтому все нормально. Ладно, не будем о грустном. А вот еще. Вчера уже вечером посмотрел интервью Пугачевой. Больше 3,5 часов, по-моему, даже около 4 часов. Советую вам посмотреть. Многое она сказала то, о чем многие из вас, по крайней мере, думающие люди, думают. Просто она это произнесла вслух. Ну, понятно, что людям, назовем их, которые по факту никто, ну, выбились почему-то там во власть.
сразу взбудоражились и давай там ее грязью поливать. Но она в любом случае молодец. Так что посмотрите обязательно ее интервью. Вот, кстати, шахматная, смотрите, площадка. По-моему, я ее уже показывал. Такая же площадка стоит на Гоголевском бульваре в Москве. Я не знаю, не помню, вышло видео это или нет с этой прогулки. Возможно, еще не вышло, скоро выйдет. Я там тоже гулял. Вот там точно такая же площадка стоит. Шахматная. Все, бульвар Киндик продолжается дальше. Как раз таки в центр. Ну, на центральную улицу, проспект Чуй. Ну, а мы с вами идем дальше. А это уже другой сквер имени Тоголок Молдо. В центре его бюст. Детская площадка есть. Такие аллеи с цветами. Но мне в ту сторону. Пойдем сейчас туда непосредственно в город, в движуху. Получается, мы с вами уже 2 сквера прошли, зеленых. Именно как парковая зона. Ну, здесь все просто. Скамейки, деревья. В принципе, ничего такого необычного. Просто хорошая зеленая зона. Дождь все еще идет. Никак не кончится. Ну, я думаю, он сегодня вообще будет весь день идти. Судя по погоде. Завтра будет солнышко, но я уже буду собираться, как говорится, в поездку. Будет не до прогулок. Хотя, кто его знает. У меня гостиница до 5 часов. А вылет, по-моему, около 6. Ну, в любом случае, я могу до обеда куда-то еще сходить. В общем, посмотрим. Если будет желание, время, возможность, то обязательно куда-нибудь еще схожу. А это улица на середине Исаева. И тут прям многоэтажные, смотрите, дома новые. Современные. А за спиной у меня заправка Газпрома, превращенная в автостоянку. Не знаю, в связи с чем она тут превратилась в автостоянку. Ну вот, может, обанкротилась. Хотел вам цены показать на бензин. Но покажу только вот пустой баннер. Вот он, Бишкек парк, торговый центр. Сейчас зайду, покажу вам немножко внутри, как все выглядит. Торговый центр, в принципе, обычный, наверное, такой же, как и в любом другом российском городе. А вообще, изначально я сюда собирался именно вот в Билайне симку делать. Пока, конечно же, не нашел информацию, что в самом аэропорту можно сделать себе сим-карту. Причем на хороших условиях. Тут что-то гаишники собрались. Слышите, да? Матюгается там свой этот матюгальник. Реально, их тут 4, и плюс еще в начале улицы тоже там на перекрестке еще 2 автомобиля стоит патрульных. Гоняют, что ли, чтобы не парковались. Вот так у них выглядят автомобили. Автомобили марки Chevrolet, все вот такие. Перекрестки, видите, оживленные. Сейчас вот, наверное, выйдет постовой и начнет регулировать движение. Вот это о чем я и рассказывал. Хотя вроде вот с той стороны автомобилей нет, и с левой стороны тоже. Ну вот он всех остановил. Ага, вон еще на той стороне милиционер стоит в зеленой кутейке. Пока он всех остановил, я перебежал дорогу. Может, вот эту трассу, ну как, не трассу, а проезжую часть полностью освобождать, не знаю. Короче, все стоят, никто ничего не понимает. Все чего-то ждут. Ладно, не буду я уже ждать, что произойдет здесь дальше. Пойду вперед. Ребят, это проспект Чуй. И сейчас по нему пройдусь.
как раз таки в сторону центра, площади Алатоо, которую я вам уже показывал. И здесь где-то, по-моему, кафе-буфет раньше было. А, вот оно. Только названия вывески нет. В общем, вот, запоминайте, если что. Это тоже кафе-буфет. Буфет. Поэтому здесь также можно хорошо покушать. Недорого и сытно. Все так же много здесь людей обедает. Короче, рекомендую. По-моему, я кафе-буфет уже несколько раз прорекламировал, и они мне уже должны. По крайней мере, бесплатный обед точно. Вот такой зеленый проспект, широкий. То есть, смотрите, пешеходная зона какая широкая, выделенная полоса для велосипедистов. Также есть кафешки, магазины. На той стороне все то же самое. Кафе, магазины. Ну, это центр города. Самое такое место, где очень плотное движение, плотный трафик. Как из людей, так же и из автомобилей. Лаваш. Никого нет почему-то. Никто здесь не ест. Мохито 150, Bubble Tea 230-250. Остановки у них, кстати, красивые. Не везде, но красивые есть. Прям стеклянные, вот такие, видите, с рекламой. Внутри тоже пассажирская зона есть, закрытая за стеклом. Может, там кондиционер стоит. И по факту у меня сейчас на той стороне, вот на левой, дальше будет монумент Дружбы народов. Ну, а дальше уже площадь Алатоо. Я иду к ней, да, в ту сторону. Здесь мы с вами еще не гуляли. Я уже практически дошел до площади Алатоо. Можете видеть флаг. Монумент Манасу. Сейчас пройдем сквозь вот эту арочку и попадем к поющим фонтанам. А вот это все старые здания. Так понимаю, что построены как раз таки в 70-е, возможно даже в 60-е годы. Такой балкон. Немного давайте пройдем вокруг музея. Посмотрите, какие красивые деревья. Они очень эффектно смотрятся. Впереди там парковая зона с левой стороны будет. Музей с правой стороны. Мы там уже были. Как раз таки вон дедушка Ленин стоит. А я хочу пройтись вот туда. Посмотреть, что там. Ну и с левой стороны монумент Дружбы народов, который мы тоже с вами уже видели. Сквер очень огромный, лавочки стоят. В ту сторону продолжается. Это драмтеатр. И за драмтеатром и еще один будет сквер. Таты Бюбю, по-моему, называется. В общем, сейчас пройдем драмтеатр и зайдем как раз таки в этот сквер. А, вот там дом правительства. И за ним, как раз таки в той стороне, стоит дом Фрунзе. Фрунзе же здесь родился. Давайте-ка дойдем, посмотрим на этот дом. Я там еще ни разу не был. И вам тоже его, по-моему, не показывал, не снимал. Драмтеатр вот такой большой, современный. Кстати, президентский дворец я покажу вам завтра. Я его случайно прям увидел, когда уже возвращался. Ну, короче, когда снимал видео про горы. Это будет в следующую субботу, обязательно посмотрите. Так, Токтоболот, Абдумомунов, Атындагы. Я уже как по-кыргызски читать умею.
Кыргыз Улуттук драма театры. Может быть, конечно, ударение неправильно ставлю. Но в любом случае я уже считаю. Вот он, сквер еще один. Справа дом правительства. И дом Фрунзе. По-моему, за ним как раз таки. Сейчас пройдем туда. Это, наверное, чиновники идут кыргызские с министерства. Может быть и нет. О, колесо обозрения. В парке мы уже были с вами. Туда я не пойду. Вот вход центральный как раз таки в парк. Город очень-очень зеленый. Прям зелени я вот все насладиться не могу. Это очень классно. Здесь жара такая, что зелень это прям вот первая необходимость. Нужна зелень, чтобы где-то укрыться, скрыться. Класс. Вот он еще один сквер, про который я говорил. Я уже второй раз точно не выговорю, как он называется. Может, вот здесь написано, сейчас посмотрим. Люди сидят. Читайте, ребят. Ну, в принципе, да, я, наверное, правильно сказал по-русски. Да ты бю-бю. Это девушка, вот бюст ее впереди стоит. Солнце так и не выходит, но, по крайней мере, хоть дождь перестал идти, это уже радует. Дождя нет, классно вообще. И гулять комфортно. Не жарко, вот самое то. Вот гуляй по городу, наслаждайся вот этим воздухом, погодой. Шишки колючие растут. Все, давайте сейчас отправимся к дому Фрунзе. Вот он, ребят, мемориальный дом, музей Михаила Фрунзе. Вообще сам музей трехэтажный, и он построен, как вы знаете, вокруг, что ли, дома. Сам дом Фрунзе, он сохранился, и он находится внутри этого самого музея. Представляете? Михаил Фрунзе родился здесь, в Бишкеке, был революционером, наверное, ну, назовем так, другом Ленина. И вместе они вершили судьбы, можно сказать, страны, людей. В общем, я в музей сам... А, вот он дом, смотрите. Вот он, видите? За стеклом одноэтажный белый дом. Вот о чем я и говорил, что музей построен как бы вокруг этого дома. На первом этаже сам дом. А второй, третий, там уже и вещи Фрунзе, ну и все, что с этим связано, с ним связано, с революцией, его жизнь, фотографии, вещи личные. В общем, вот такие вот дела. Так что, если вам интересно, можете сами прийти и посмотреть. На моей практике, когда я снимаю видео и показываю музей, очень плохо люди смотрят. Поэтому я не буду заходить. Вот вам показал сам музей, где он находится. И кому интересно, я думаю, сам захочет посмотреть. Тем более музейные экспонаты все-таки смотреть лучше живьем через камеру, как бы это не так воспринимается. Не будем сейчас говорить про историю, про как проходила революция, что происходило, да, в те времена. Просто сам факт. О, а здесь раньше, может быть, летом как раз таки фонтан работал, но сейчас не работает уже. Уже осень, все. Еще один парк, сейчас пойдем направо и давайте уже тогда перемещаться к площади, поближе к площади Алатоо. Давайте все-таки пройдемся через парк Чингиза Айтматова. Я там кое-что вам не показал еще. Это как раз таки выйду на проспект Чуй и в сторону флага буду идти. Там одно место вам не показал. Вот такой сквер. Продолжается, конечно, он в ту сторону, еще зеленый. Тоже вот, что за деревья? Дубы, по-моему. По-моему, дубы. Сейчас пройдемся. Какие-то отметки еще на деревьях, смотрите. То есть каждое дерево помечено цифрой. Видимо, ведется его летоисчисление, когда его посадили и сколько ему лет, в
какой-то памятник стоит. И ресторан Фрунзе впереди. Но это все, что вот как раз таки связано с Михаилом Фрунзе. Рядом дом-музей, тут ресторан. А это может быть он? Нет, это Жумабек Ибраимов. Я, к сожалению, не знаю, кто это. Поэтому, ребят, если вы знаете, можете подсказать, написать в комментариях. На той стороне ресторан Фрунзе. У меня, получается, с правой стороны, видите, остался парк. Колесо обозрения. Я сейчас прямо здесь пройдусь. Вон вижу, уже парк с той стороны начинается. Ну, красивый ресторан. 2 этажа. Больше, конечно, похоже на гостиничный комплекс. Ресторан закрыт на спецобслуживание. Ой, какой тут запах стоит свежий. Прям воздух. Вы представляете? Чистый-чистый. Прям пахнет зеленью. Класс. Я как будто бы немножко в лесу. Ну реально, вот запах такой лесной. Музей под открытым небом. Видите, экспонаты. Слушайте, они вообще по всему, получается, парку. Я же заходил с одной стороны. А это уже как бы конец парка. И находится он, получается, с другой стороны проспекта, улицы. И тут тоже очень много разных скульптур. Это, судя по всему, какой-то мудрец, старец читает, а здесь уже играет на инструменте. Какая принцесса, прям кыргызская. Фонтан. О, кстати, мы здесь уже были, да, я просто свернул, по-моему, направо уходил. В общем, обновление ждет этот парк. Привезли новые фонари. Молодцы. Ребят, Курманжан датка. Я ее показывал. И вот как раз таки я 50 сом разменял. Это вот она изображена на купюре. Это как раз я ответил на ваш комментарий. Почему я не показал 50 сом и монумент сразу. Вот, исправляюсь. А это нулевой километр, который я также вам во второй части не показывал. Потому что мимо прошел. Вот так он выглядит. Ну и пойдем сейчас как раз таки направо. Еще одно место, которое я прошел. Это кинотеатр. Про него не буду рассказывать. Сами посмотрите. Это все во второй части было. А мы пойдем с вами дальше чуть-чуть. Чуть-чуть вот прям вот буквально здесь метров 10 надо подняться просто повыше. Слушайте, хочется просто вот присесть, реально, просто сесть и наслаждаться вот этой погодой. Потому что не холодно, очень тепло, свежий воздух. О, здесь картинная галерея. Можно купить картину. Ребята там играют нарды, шашбеш. Какой Чингисхан, наверное. Ну, красиво. Вот это место я вам не показывал. Как раз таки я шел с той стороны, арку. Сейчас здесь покажу и вернусь. Пройдем через арку. Бишкек, Батыр, Кенен, Улу. Вот это место я вам, ребят, не показывал. Это Бишкек, Баатыр. Это как раз таки тот человек, в честь кого был назван, ну, крепость, потом город, да, Бишкек. После уже, когда пришла сюда советская власть, его переименовали во Фрунзе. По факту, вот он, предводитель, ну, на тот момент кыргызов. Умер он, по-моему, от старости, что-то около 18 веке. И похоронен где-то на Шелковом пути. Вот такие вот дела. Историю Бишкека я вам не буду рассказывать. Посмотрите видео второе. Как раз таки там вся история есть, чтобы не повторяться. И совсем рядом здание Министерства культуры.
в восточном стиле. Симпатичное здание. Ну и вот он, монумент Манасу, флаг. Все, я перемещаюсь сейчас вон к той арке. Ребят, в прошлый раз я не показал вам смену караула, поэтому исправляюсь. Четкие движения. Все синхронно. Ну все синхронно, классно, молодцы. Вот такая смена караула. Я напомню, что смена караула проходит каждые 2 часа с 8 до 18:00. Поэтому успевайте, если будете здесь. Это вот первая арка. Мы ее проходим, попадаем на площадь, с правой стороны будут фонтаны. И там продолжается уже точно такая же следующая арка. Здесь расположены одежда, вижу, магазины. На той стороне точно были продукты, кафешки, столовая и такая и быстрая еда, что-то вроде шаурмы. Но здесь в основном, это, видите, одежда. Дизайнерская одежда вот с правой стороны была только что. Вот, возможно, и кафешка. В общем, еды здесь очень много. Однозначно вы голодными не останетесь. Bubble tea, мороженое. Даже работу можно найти. Рекламное объявление висит. Этно-кыргыз одежда вот. Этническая, кыргызская. Кафешка. Алтын Казан, наверное, тоже кафешка. О, это магазин. Давайте просто покажу вам вот здесь. В начале не буду проходить. Здрасте. Можно снять? А это женские, да, вот головные уборы? А почему они такие странные формы? Вот это? Это прям народный, что ли? Нет, это национальный, просто у нас выигрыш. Ага. Было команда. Решили просто дизайнер ваш. А это тоже все уже национальное, да? А это туркменское? А у вас и Кыргызстан, и Туркменистан магазин? Можно, да? Вот, ребят, Туркменистан. Был я в Туркмении, в Ашхабаде, в Мары, в Чаржоу. Это вот национальные костюмы туркменов. А тюбетейки есть туркменские? А где они? А, вот эти на полке, да? Ну вот это же не туркменская. Это ж кыргызская, да. Это вот вышивка Туркменская. антикварная, ну то есть винтажная, то есть. Более 30 лет, это полностью ручная работа. Красиво. Тоже ваш дизайнер тут. Кошки, да, так понимаю? А много туристов заходят, покупают, да? Или местные? Или все-таки туристы? Местные туристы. Туристы. Ну, красиво у вас.
Спасибо. Вот посмотрели, как в музее. Показал вам туркменскую одежду и кыргызскую. Я бы с удовольствием, конечно, в Туркменистан бы поехал, если бы была она не такая закрытая и не так дорого было бы туда съездить. Плюс момент, что там свободно, я бы не смог вот так ходить и записывать. А я бы, конечно, многое бы вам показал. Съездил бы обязательно в пустыню Каракумы. Показал бы древний город Мерв, Чаржоу, Байрам-Али, Ашхабад, Фирюза. Помните, как-то в одном из видео, по-моему, из Белграда, там было дерево, которому больше 150 лет. И я его сравнивал как раз-таки с туркменским. Рассказывал эту историю, что в Фирюзе есть дерево, оно по обхвате, в обхвате там надо человек 10-12, чтобы было, чтобы его полностью обхватить. Дерево называлось «Семь братьев и одна сестра». Это как раз-таки в Фирюзе горная, за городом Ашхабадом, горная среда. Вообще там такая красота. Жаль, но может быть когда-нибудь все-таки я смогу съездить в Туркменистан и проведу вам классный обзор этих городов и достопримечательностей. Вот, в принципе, я дошел до площади Ала-Тоо. Фонтаны поющие, слышите музыку. Надеюсь, вам сегодняшняя прогулка понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно напишите комментарий. Не знаете, что написать? Напишите просто «Спасибо, Бишкек». Любое слово. Любое слово — это тоже комментарий. YouTube все это учитывает. Поэтому заранее всем большое спасибо. Отдельное спасибо всем, кто подписывается на канал. Также всем большое спасибо, кто поддерживал меня в этой поездке и был спонсором. Все, ребят, всем пока.